Упал так неловко, что ударился шеей, а вот с постели он подняться уже не смог. После манипуляции на шейном отделе позвоночника остеопатом. Раз, все, мозг там погиб. Очередной клинический разбор. Приходит пациентка после инсульта. Ишемический инсульт, тяжелый, в вертебробазилярном бассейне, с развившейся слабостью в руке и ноге, с сильным головокружением. Все это появилось после манипуляции на шейном отделе позвоночника остеопатом. Причем женщина была абсолютно здорова, и, проснувшись утром, почувствовав боль в шее, она решила пойти в платный центр и сделать себе некие процедуры, чтобы облегчить свое состояние и убрать эту боль в шее. Сразу хочу сказать, что я не против мануальной терапии, я сам ее использовал и использую, и многие годы занимаясь мануальной терапией, считаю, что это очень хороший метод в умелых руках, в соответствующих зонах, когда человек работает, и если это применяется в определенных клинически значимых ситуациях. А здесь все завершилось тяжелым инсультом. Причем ситуация такая, что именно причинно-следственная связь была явной. Без снимка, без детального обследования шеи пациентки просто-напросто стали поворачивать голову, проводить манипуляции, появился хруст, и буквально в считанные минуты стала по ее телу разливаться слабость. Пошли признаки того самого инсульта. И это далеко не единичные случаи. И в моей практике я наблюдал пациентов, перенесших в молодом возрасте инсульт после вот таких, с позволения сказать, неосторожных манипуляций. Совет всем, прежде всего пациентам и их родственникам. Если вы идете на прием к мануальному терапевту или остеопату, и обязательно в этом случае необходимо, чтобы у вас на руках был снимок. Идеально будет, если врач-мануальный терапевт спросит у вас и попросит провести вот это обследование, прежде чем он начнет работать с вашей поясницей или шеей. Это две критически важные зоны, на которых чаще всего и проводятся манипуляции в мануальной терапии. Но именно здесь подстерегает врача большие проблемы, ну и, собственно, опасности для наших пациентов. Шейный отдел позвоночника. Здесь очень много критически важных зон. Прежде всего, стволовые структуры, как мы говорим, в которых располагаются стволовые структуры мозга, в которых располагаются жизненно важные центры. Сосудодвигательный, дыхательный центр. И, к сожалению, бывает так, что после манипуляций на шее, тех самых манипуляций неосторожных мануального терапевта или остеопата, человек может умереть. Потому что именно здесь, в шейном отделе, располагается, повторяюсь, жизненно важные центры, сосудодвигательный и дыхательный центр. Ну и может возникнуть такое грозное осложнение, как тетрапарез, тетраплегия, когда возникает слабость и обездвиженность и в руках, и в ногах. Необходимо, чтобы врач попросил вас, прежде чем начнет с вами работать, начнет работать с вашей спиной, сделать снимки. Я всегда так делал и делаю. Продолжаю настаивать на том, что прежде чем мы начнем работать с очень деликатной зоной, шейным отделом, мы должны посмотреть, что там происходит. Потому что не все мы можем руками пощупать и оценить. И еще очень важный момент. Зачастую к мануальному терапевту приходят люди зрелого возраста, которые тоже могут испытывать боль в спине. Здесь есть другая опасность – остеопороз. Любое резкое движение, любая резкая манипуляция на позвоночнике, на хрупких позвонках, а остеопороз вызывает хрупкость костей, особенно у женщин, может вызвать перелом. И прежде чем вы пойдете к специалисту, мануальному терапевту, я обращаюсь прежде всего к женщинам зрелого возраста, оцените, а нет ли у вас признаков остеопороза. Сделать это можно после консультации с врачом-ревматологом, который порекомендует соответствующие обследования. Денситометрию, например, оценит состояние плотности костных структур, в том числе и в позвоночнике. Исследуя традициям клинического разбора, опять печальная история из моего врачебного опыта. Ну, чтобы, что называется, заострить эту проблему. Молодой мужчина, шофер, 30 лет, уезжает в командировку. Ну и что-то у него случилось с машиной. Он встал на колесо своего грузовика и упал. Упал так неловко, что ударился шеей о землю. Он смог подняться, испытывая довольно выраженную боль в шейно-грудном отделе позвоночника. Дошел
до постели, а вот с постели он подняться уже не смог. У него развилась тетраплегия, то есть руки и ноги были недвижимы. Появилась слабость. Что произошло с этим молодым человеком? Вероятно, после падения он получил сильную травму в шейном отделе спинного мозга. А вот дальше произошло ужасное. Его привезли в больницу, сделали снимок и увидели, что позвонки как-то стоят не очень хорошо. Ну, проще говоря, я покажу сейчас, попробую это сделать. Вот, условно говоря, вот один нависает над другим позвонком. И доктор решил провести этому пациенту мануальную терапию. Видно, он только-только обучился этой методике. Это были давнишние года, лет 20 тому назад. И он взял и крутанул. Поставил, образно говоря, позвонки на место. Раз. И это движение привело к тяжелому повреждению спинного мозга. Этот 30-летний мужчина потом провел в неврологическом стационаре несколько месяцев. Там было все. И отчаяние, и тяжелые пролежни. Как сейчас вспоминаю, что пролежень на крестце был так велик, что мой кулак практически входил в него. И уросепсис, то есть когда поднималась высокая температура, и пациента мы почти теряли. К сожалению, мы его и потеряли через несколько месяцев, потому что ситуация не могла быть решена на том этапе какими-то медикаментозными средствами, консервативной терапией, оперативным вмешательством. Все, мозг там погиб. И восстановить проведение по спинному мозгу в этой зоне нам никак не удавалось. Врачебная ошибка? Возможно. Неосторожность и невнимательность? Безусловно. Я почему об этом рассказал, уважаемые коллеги? Будьте, пожалуйста, осторожны. Шея, да вообще человеческий организм таит в себе массу загадок, массу прикрытых, закрытых тайн, которых мы порой не видим ни при мануальном обследовании человека, ни уж тем более с нашим молоточком и иголочкой. Подстрахуйтесь на 200%, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Сделайте снимок, проведите нейровизуализацию той зоны, на которой вы хотите поработать с этим пациентом.